Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алекс и игра Generals The Hour, карта Вендетта. Сверху стартует Бойко, стандартный генерал Китая. На нижней позиции Фарго, танковый генерал Китая Квай. Да, ты верно заметил, генералы выставлены неправильно. Можешь высказать свою волну негодования по этому поводу в комментариях, а можешь просто посмотреть поединок. Решать тебе. Ну что ж, игра в рамках челленджа до 7 побед, призовой фонд 300 баксов, счет 1-1, пока ничья. По результатам этой игры, конечно же, кто-то вырвется вперед, ну а кто, мы сейчас с вами, конечно же, и узнаем. Что касаемо карты, то она давно не новая, все мы ее прекрасно знаем. Много денег, есть две вышки, ну а Глашник тем временем ставит уже свои два саплая, ставят норку, а с казармы побежали подрывники искать саплтраки. Рабочий бежит на центр. Что же касаемо Фарго, 3 саплая, нет пока что только 2, но вот дозер идет на левый фланг, сюда на коробке. Я думаю, что третий саплай все-таки будет и уже вовсю строит военный завод, еще буквально немного, и он готов. Начинаем, как говорится, спамить норка на центр от Глашника под домики. В принципе, можно садить ракетчиков, но их будет маловато, дракон приедет, просто всех сожжет. Я думаю, что будет разумнее техничку посадить, поехать дозер поискать, или еще что-нибудь тут отконтролить, какие-нибудь юниты по саплтракам пробить, и уже третий саплай от Фарго и каркас норки слева. Очень даже неплохой на самом деле. Напоминаю, что это обычная игла. Норки можно застелсить. Попробуй потом ее найди. Гатлинг направо пошел. Тут рабочий, кстати говоря, которого можно отконтрить. Позиции уже не будет вопрос. Успеет ли Фарго и увидит ли он этого рабочего. Ну что ж, саплай вовсю работает. И второй военный завод уже также практически готов. Мне кажется, что все-таки с двух заводов было бы неплохо драконы поспавить. Потом поставить третий, еще что-нибудь тоже поприкрывать там теми же БМами, почему бы и нет, и просто все здесь сжечь. Можно хеликсами поиграть, почему бы и нет, кстати говоря. Так, а тут Гатлинг, я смотрю, не пригодился. Норка продолжает жить, нужно ее чем-то уничтожать. И, кстати говоря, норочка и справа здесь возле вышек состоялась, я смотрю, и техничка приехала, слушайте, рабочего сюда в лесочек сейчас посадят, а тем временем техничка еще и с ракетчиками и пробивается полтрак. Сейчас экономически Фарго будет терять, конечно же, но есть Гатлинг, он идет, скажем так, в погоню, а тут дозер на пути, а второй вот тут под прикрытием Гатлинга стоит. И справится ли сейчас техничка с ракетчиком против Гатла? И слушайте, даже справляется. Правда, один тут каленый ракетчик остается. И заходит танк Скорпион. Еще и ракетчик есть. И как бы сейчас бы дозер бы в пробку бы не попал. Мне кажется, что сейчас просто дозера своего Фарго-то лишится. А тут Гатлинг просто стоит. А надо бы заехать и побить по рабочим. Нет, дозер, слушайте, все-таки успел уйти. Его надо бы подчинить. И вот здесь не хватает либо дракона, либо Гатла. Дракон выше, он сжигает норку. И справа, кстати говоря, танк Скорпион заходит. Тут тем временем дозер ставит пропаганду. И все-таки здесь Фарго отбился. Гатлинг катается, хочет подойти под рабочих сюда. И даже какую-то часть убьет. Только одного. Ракетчики и Скорпион справляются. Вот этот Скорпиончик было бы, кстати, тоже бы неплохо выцепить. Пропаганда строится. Ну и что мы, может быть, увидим какие-то ИЦМ-ки. ИЦМ-ками будет пытаться здесь Фарго контрить эти Скорпионы. Разжигать стена огня. Ждем лотос, опять же, казарму. Я думаю, что кто-то-нибудь да выйдет здесь в захват вышек. И, возможно, это даже и Фарго-то и будет. БМ работает по каркасу тоннеля. И, по всей видимости, его до конца-то и закроет. А вот тут Батлмастер гнать не надо. И, кстати, напоминаю, что БМ с двумя лычками дает офигительный ранг сопернику. Вот, наконец, дракон пошел. Вот сейчас самое время для БМ. Дракон впереди, БМ сзади. Прикрывать. Гатлинг также идет вперед. БМ помогут против тех самых Скорпионов. А вот Гатлинг, мне кажется, тут вообще ни к чему. Его сейчас легко уничтожат. Да, все верно. Норка еще одна справа здесь состоялась. И между двумя домиками сразу прикрытие. Там 100% сидит по одному ракетчику, а может даже по два. Ну, два в нижнем домике и один в верхнем. Скорпионы пошли вперед. Ну, наверное, мне кажется, надо было подпустить под домик. Ну, хотя Фарго не дурак, он бы не стал бы подъезжать под дом. Я думаю, что он должен понимать, что здесь ракетчики сидят. Но все-таки вот где же спам драконов? На мой взгляд, здесь нужны драконы. Но этого Фарго не делает. Он видит, что тут одни Скорпионы, да еще и с грейдом на ракеты. Не хочет он терять деньги на покупку этих Скорпионов, потому что их будут так без труда Скорпионы крошить, извиняюсь, драконов.
Слева тем временем Батлмастер стоит. Ну, наверное, на тот случай, если сюда какой-нибудь рабочий прибежит. Лучше бы Гадлинг или Дракон, конечно же. А рабочий как раз таки и пришел. Ну, можно передавить, конечно же. Ракетчики по БМу работают, надо уводить, гатлами прикрываться. И ЦМки появляются и ставится филд. Конечно же, вот сейчас появится филд. И эти скорпы будет без труда Хеликс крошить. И придется уже бойки играть квадами. А квады куда картоннее, чем скорпы против БМов-то. Но Хеликсами зато Фаргу не сможет поиграть. То есть не придется сейчас миксовать каким-то образом. И уже набралась достаточно интересная армия у Фаргу. И он идет вперед. Тут есть лотос. Можно попробовать вышку-то захватить, получить 1000 баксов со старта захвата. Да, ее по-любому уничтожит. Потом глашник, тут нор куча. Но какие-то деньги все равно удастся здесь получить. На центре дожигается домик, дожигается подрывник, а слева встретился БМ с рабочим, но пока никто никого не передавливает. И интересный рабочий прибежал здесь под деревом стоит, и мне интересно, будет ли тут какая-нибудь нора. Ракетчиков много, прогоняют Батлмастера, и Лотос начинает работать, захватывать вышку, и сразу же уже Бойко через контрол ее уничтожает, чтобы не дать Фаргу бустануться еще на 1000, но все-таки удалось. То есть вышка захвачена, Дозер приехал, Фаргу хочет свой саплай сюда поставить, и очень большая армия на самом деле идет вперед, и я думаю, что сейчас позиционно Фаргу, точнее Бойко будет проигрывать. Еще и дракон подходит, вот этот дом надо уничтожать, конечно же. Еще и вышка сейчас какое-то время проживет. Вот сюда бы Дозер бы притащить на самом деле, и вышку починить, и даже, может быть, окопаться как-нибудь, не дать ее уничтожить глашнику. Для танкиста эта вышка будет, наверное, жизненно важной. И я неправильно поставил генерал, дорогие друзья. Я сейчас быстренько сменю, и мы с вами продолжим. Батлмастера добивает полностью норку до конца. Вот сюда дракон бы не помешал бы, ну, как бы ракетчика тут убить уже до конца, чтобы глашных позиций тут в помине не было. Но тут есть нора. И очень интересно на самом деле нора. Ее бы еще бы застелсить бы не мешало. А у обычного глашника такая, скажем так, функция есть, да. И вот это все тоже бы, эту норку бы спрятать, чтобы она не палилась и пригодилась в очень важный для бойки момент. И мне кажется, что он уже не за горами. Армия идет вперед, плюс хеликсы. Закрывается один из саплаев, и остается только два военных завода. Есть скат-лаунчи появляются, кстати говоря. И, кстати, у Фарго уже 3-й ранг. Это значит, что у него уже появляется повышение, по крайней мере, арта, это точно, это же танкист. Да, и вот как раз уже и готов к АЦ. И было бы неплохо выучить грейд на радар. То есть до сих пор нет мини-карты у Фарго. Хеликсы отступают, появляются квады, 2 штуки, и Джарманкел отработал дракон. Рабочего можно посадить, появляется грейд на укрепленные постройки. Бойко изучил его во дворце. Тут подрывник стоит, ну, пока ни для чего. Не знаю, может быть, какую-то, ну, может, техничку с подрывом снарядить, что ли, поехать, тут саплай подорвать, завод подорвать, немножечко так притормозить Фаргу, но Бойко своим рабочим идет дальше. Неужели он еще и здесь норку даст? А Фаргу этого не заметит. Ракетчик побежал вперед, может быть, хочет как-то Бойко выцепить у Фаргу дозер, но, мне кажется, тут справится нижний боец и бьет по казарме хеликсами. Армия отступает пока здесь между бывшими вышками. Тут только одни руины остались. Лотос в центре. И какая-то армия даже также рядом с Лотосом тут на центре-то существует. И арта пошла вперед. Минус ракетчик. Хеликсы отступают. А арта, я думаю, что ударит просто сейчас по саплаю и перебьет пехоту. Да, вполне вероятно, траектория именно такова, но саплай до конца добить не удастся. Он отстроится. Здесь арт-удары явно только 2-го уровня. И вот! Вот, наконец, эти самые норы отработали. Еще и перехвачен дракон, скат-лаунчи. По саплаю здесь бьет квад, точнее по сапплтракам. Но можно побить и саплай, и минус пропаганда. И сейчас еще и может КЦ Фаргу потеряет. Скат-лаунч продолжает бить по саплаю. Квад бьет по саплаю. Сейчас Фаргу потеряет 2 саплая. Он распадает командный центр, и он теряет филд. Но и сам не стоит на месте, наступает на позиции бойки. Сейчас уничтожаются норы, чтобы никакие квады тут не вышли. Но квады, по всей видимости, заняты. Они также наступают. Перехват еще одного дракона. Или это тот же самый БМ. Также уничтожен здесь пилот. Можно забирать с помощью ракетчика. Минус еще один саплай. Полбазы уже Фаргу разнесли, но он занят.
Он занят, он бьет бойку. Саплай сейчас будет под снос. И здесь БМы стоят, а надо подходить. Здесь саплай уничтожать. А вот, кстати говоря, тут уже, скорее всего, в этом дворце ракетчики сидят. Сюда подойти будет как бы тяжеловато. Ну, можно попробовать пехоту, кстати, вытащить из Хеликса и через пехоту пробить. Но мне кажется, ее будет маловато. И Джарманкел все-таки есть на карте, правильно? Можно его посадить в норку обратно, вывести уже на базе. Точнее, точнее, где что вот осталось еще на этой базе, да? И попробовать эту пехоту перебить. Ну, саплай минус. Все ресурсные центры бойки уничтожены, и он его ставит уже на базе. Уже на базе Фарго, и Фарго теряет просто базу свою. Он просто ее отдает. Он просто отдает. Тут еще коробки можно было добывать. Здесь на саплай еще 26, 27 тысяч. Господи, сколько ресурсов сейчас Фарго отдал бойки. Ой, Лотос, ой, сейчас потеряет этот лот. Нет, Лотос будет еще жить какое-то время, по крайней мере. Хеликсы отрабатывают. И Лотос все-таки минус. До скотлаунча, я так понимаю, хочет сейчас Фарго добраться. Но он потеряет свой Хеликс с ракетчиками. Да, квад отработал, но и квад потерян. Хеликс тут с пропагандой пытается, конечно, но квады. 3 квада, и они достают, пока там долетит этот Хеликс. Но он без ракетчиков, что он может против 3 квадов сделать? Да ничего, сейчас еще и потерять. Но он с 3 лычками, поэтому ему, в принципе, наверное, не страшна такая мизерная атака, в принципе. Работает скат-лаунчи через контрол, причем бойко бьет заранее. Думает, что сейчас Фарго вот возьмет и пойдет и нарвется. Но это не тут-то было. Еще БМы подтягиваются. Они вот здесь между вышками отдыхали и вовсю добывает. Да всю добывает галашник, несмотря на то, что его так нехило потрепали на самом деле. И здесь также саплай строил ракетчики, побежали справляться с батлмастерами. Вот только 3-й не пошел почему-то. Решил отдохнуть, видимо. И дракон идет и сжег каркас КЦ. Сжег КЦ, пришлось опять продать его. Но не смог сжечь электростанцию. Здесь все-таки уже Фарго доработал. Ну и что же, остался на одном саплае, строит филд, ждем Хеликс. И еще один, я так полагаю, даже миг каленый тут остался. И здесь, кстати, есть юниты, и снизу есть юниты. Можно БМ подобрать, кстати говоря, с поста, вытащить одного ракетчика. Ну тут еще одна норка пытается как-то бойко минимально как-то хотя бы окопаться, чтобы побольше нор было, пытаться справляться с оставшейся армией Фарго. Но, в принципе, армия, ну, не слабая. Еще сейчас авиации поддобавят, попробовать вычистить все это дело и саплая восстановить. И сразу же минус пост. Ну хотя бы еще живы ракетчики. Гатлинг идет, уничтожает здесь рабочих. И очень кстати, чтобы бойки сократить экономику, чтобы он еще тут скотлаунчей каких-нибудь не наспамил. Или тех же квадов, чтобы Хеликсом можно было подлететь как-то, да. Минус Гатлинг. Рабочих надо восстанавливать, норку достраивать, и Фарго отступает. Тяжеловато. И здесь, кстати, батлмастеры стоят. Да надо вперед идти. Надо вперед идти, может быть, даже уничтожать вот эти позиции, самому тут отстраиваться. Тут вот вообще сколько коробок. А почему бы сюда бы дозер не пригнать? Ну, правда, КЦ нету. Нету КЦ у Фарго, а у него 4-й ранг. У него 4-й ранг, у него там худо-бедно какие-то повышения есть. У Бойки также 4-й ранг. И по ХП они тут примерно одинаково. Бойка, правда, все равно впереди. И побежал подрывничок. Но залагал. А мог бы попробовать пару БМов забрать. И по норке начинает Фарго настреливать. Хеликсы. Батлбас переворачивают, ракетчиков закрывают, но квады достают. И -1 Хеликс. Плохо, очень плохо. Работает Джарман, там пехота, возможно, был какой-то труповоз. И ее закрывают. Здесь БМ стоит, надо забирать его отсюда. Квад было бы тоже неплохо забрать, но вопрос чем? Пехота близко не подойдет. Джарманкел. БМ и наступает зато на Глашника. Перебиваются тоннели. Достаточно близко к военному заводу. Апгрейд на скорострельность изучен. И все-таки Бойко собирается принять этот бой. Не хочет он отдавать эту базу. Пробивается каркас КЦ. Хеликсы прилетели, но почему-то не ввязываются. Боятся квадов, наверное. Плюс там еще и во дворце пехота сидит. Не хочет свою авиацию Фаргу терять. У него, кстати, деньги поднакопились. Не знаю, ну действительно, надо как-то выходить. Может, сюда на коробке выйти подобывать. КЦ надо отстраивать, пока еще есть на что это делать. Потому что денег становится катастрофически мало. И Хеликсы пока Бойко отбивался сверху здесь, да, от БМов, Хеликсы пошли вниз. Плюс еще и каленый Гатлинг тут пришел, саплай закрывают, но опять выходят квады. Украденный Гатлинг также выходит, и Хеликсам вновь придется отступить. Но есть батлмастеры. Ну, каленый Гатлинг, конечно, он здесь
Ну ничего он не сделает. И вот 4 юнита Глашника закроют на изи, в принципе, да. Но если бы эти БМы стояли поближе, они бы неплохо бы здесь бы Фаргу помогли. Пока бы Хеликсы справлялись с оставшимися юнитами, БМы бы били бы по этим квадам, по гатлингу. БМы сильные, очень сильные. Но подступает все-таки, не боится, Фаргу идет вперед. И здесь Батлмастер, кстати говоря, есть. Еще готовятся ракетчики. Неужели Фаргу еще один Хеликс заказал? Нет, он строит КЦ. Он строит КЦ, но на что он отстроит саплай? У него денег нет. И выходит 2 скат лаунча, и БМ все-таки перебивает здесь Бойко. Еще и 5-й ранг, все под скрамблером. Еще, я так полагаю, минус БМ. Ну, что-то Фаргу, видимо, атака последней надежды пошла. Это даже не мисклик. Это просто, наверное, уже вот напоследок пошел, потому что уже понимает, что денег нету, воевать не на что. Все-таки Бойко переигрывает здесь Фаргу, это факт. Вот только саплай бы не мешало бы где-то поставить второй здесь или внизу. Все-таки позиций-то много. А вот рабочий пошел. Арта пошла вперед. 5-й ранг у Фаргу имеется. Распродажа военного завода пошла. Ну, на саплай, наверное, пытается накопить Фаргу. А вот арта и ковровка идет на саплай и военный завод. Но военник не закроет. А вот саплай с норой выбьет-то точно. Хватит, в принципе, огневой мощи. Да, все верно. Но отстроит. У Бойки есть деньги, в принципе, на саплай. Ракетчики готовятся, я так полагаю, что ждем батлбасс, есть дворец. Джарман работает, минус гатлинг, свои повышения Фаргу выпустил. Идет дозер вперед, минус рабочий. Пытается еще ближе Фаргу своим хеликсом подойти и проигрывает это сражение. Да, все-таки Бойко переиграл, хотя сложная ситуация у него была. В принципе, сложная ситуация была и Фаргу. Как-то они в один момент пошли друг друга в атаку, повыбивали базы, но все-таки победа за Бойкой. Ну а этот бой окончен, статистика на экране. С вами был Алекс, играйте в генерала.